вместе с вами вместе разобраться с процессами, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона, куда входит три крупных областных города-центр, город Николаев, Одесса, Херсон. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Здесь сводные данные, друзья. То есть то, что произошло в течение месяца по первичному, вторичному рынку и также в разрезе классификации. Давайте подробно расскажу, что же все-таки здесь я, так сказать, какие цифры нарисовал. Итак, население довоенное, это очень важно, друзья, и кто живет в Одессе, прошу, напишите, сколько на сегодняшний день жителей в Одессе, больше, чем до войны или меньше. До войны официальная статистика была 993 тысячи. То есть это почти город-миллионник был. Я все-таки предполагаю, что сейчас, друзья, население уменьшилось тысяч на 200, наверное. Но это с учетом того, что в армию забрали достаточно много людей. Ну, кто-то уехал из страны. Но сейчас единственное, что сезон, возможно, приехали именно туристы, отдыхающие. За счет этого не сильно как бы заметно, да, количество коренного населения, но я все-таки предполагаю, что осталось 1700. Кто из Одессы, напишите визуально, насколько вы можете, так сказать, оценить, больше людей стало или же меньше. Это очень важно. Почему? Потому что мы говорим о рынке недвижимости жилой. Естественно, в квартирах живут люди. Нет людей, нет квартир. Ну, или точнее, квартиры не нужны становятся. Следующий показатель, который характеризует состояние рынка, количество предложений, которые были зафиксированы мною и компанией Lim Consulting на рынке жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. То есть видим 37 300 объектов жилой недвижимости было выставлено в июне месяце, что на почти 1%, или точнее плюс 0,8% больше, чем это было, соответственно, в мае месяце. То есть традиционно желающих продать больше, чем желающих приобрести. Ну, о количестве, кстати, продавцов поговорим в конце видео. Официальную статистику покажу, правда, по всей Украине, а не по городу Одесса. Социальное жилье, стоимостной показатель, вырос с какого-то перепуга плюс 0,27%. Напомню вам, что 3 месяца мы наблюдали, февраль, март, апрель, незначительное снижение. И я говорил, что, друзья, возможно, это уже тренды. Почему? Потому что все говорит о том, что стоимость должна снижаться. Но вот тут 2 месяца, май и июнь, мы увидели опять колебательные процессы в сторону увеличения. Поэтому я и называю с какого-то перепуга. Абсолютно необоснованно поведение рынка жилой недвижимости, я так предполагаю. Дальше, друзья, социальное жилье, аренда. Здесь мы сравниваем квартал с кварталом. Естественно, это был первый квартал. С вторым кварталом рост аренды на 2,44%. Это достаточно много. Но это типичное поведение аренды во всех прифронтовых городах. Я уже вот со всеми общался, кто меня там писал. Действительно, прифронтовые города, они показывают бурный рост аренды, но о нем будем говорить чуть позже. Друзья, квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, подорожали на 0,51%. Переходя к первичному рынку, мы видим, что динамика остается положительной, то есть незначительная динамика роста. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 0,31%. Друзья, напомню вам, что первичный рынок – это квартиры, которые не сданные в эксплуатацию. И не факт, что компания-застройщик сможет это, так сказать, мероприятие закончить успешно. Поэтому риски здесь очень и очень огромные. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также показал нам рост 0,41% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса, видим, также динамика положительная. За месяц рост плюс 0,35%. Итак, друзья, от обобщенных вот этих данных будем переходить к декомпозированным. Хочу напомнить вам и немножко, так сказать, отвлечь от цифр. Я применяю методологию научную в своих исследованиях и хочу напомнить, что был такой в известном, так сказать, там роман, наверное, да, или, наверное, роман все-таки, где Шерлок Холмс, известный расследователь, также и расследовал сложные убийства
и преступления, используя метод дедукции. Вот я вам сейчас его демонстрирую. Я не занимаюсь расследованиями, я исследую рынки, но суть остается та же самая. Что такое метод дедукции? Это когда от общего переходим к частному. То есть Шерлок Холмс сначала осмотрел общую картинку преступления, причем достаточно внимательно, потом переходил к деталям. То есть уже мотивы искал, ну и так далее. И достаточно успеваемость, раскрываемость, точнее, у него была высокая, ну, судя по роману. Итак, здесь я вам показал метод дедукции. Теперь будем переходить от общего, вы общую картинку уже увидели, к декомпозированным данным по каждому сегменту рынка.